Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему пауза для тех, у кого непонятное какое-то молчание или нет на данный момент общения с загаданным человеком. Итак, первая, вторая, третья позиции. Выбирайте свою, загадывайте человека и давайте будем смотреть. Итак, первая позиция. Давайте посмотрим, что же понял и осознал человек за время расставания с вами. Первая позиция, что понял, осознал человек. Вы знаете, он однозначно хочет примирения, он хочет возобновления общений, возобновления отношений, но он здесь боится. Эти страхи связаны с ошибками, которые он или вы совершали в прошлом, но он понимает, что нужно с этими страхами бороться и двигаться вперед. Он вспоминает те моменты, когда вам было хорошо вместе. Здесь воспоминания действительно приятные, такие нежные очень и романтические. И человеку важно, чтобы возобновление вашего общения состоялось. О чем он молчит сейчас? Смотрите, здесь, скорее всего, надеется на какие-то перемены. И вот когда эти перемены случатся, да, например, будет у него достаточная сумма денег для того, чтобы подарок или букет вам подарить, потому что здесь такое ощущение, что хочет сделать вам человек подарок. Хочет, возможно, пригласить вас куда-то, в кино, в ресторан. Опять же, нужны финансы, либо по колесу судьбы здесь должны быть перемены такие, что появится там свободное время, если человек очень много работает, да, то здесь какие-то перемены будут. И, скорее всего, он осознает свою вину. Да? Здесь карта справедливости, она говорит о том, что человек вот смотрит с позиции правоты. Он не старается перетянуть одеяло на себя, а вот эта встреча, вот этот разговор, он будет для того, чтобы расставить точки над «и». И вот это расставление точек над «и», оно будет вот именно с позиции справедливости. Да? Здесь не будет манипуляций, здесь не будет каких-то попыток прогнуть вас под себя. Здесь все будет направлено вот именно на что-то хорошее. Что он скрывает от вас? Скрывает, что ему тяжело. У него либо трудности сейчас в жизни, скорее всего, какие-то проекты рушатся, что-то не получается, что-то идет не так. И он зависим от тех обстоятельств, которые сейчас происходят. Это, опять же, может быть либо привязка к работе, либо отсутствие достаточного количества финансов, либо еще какие-либо ограничения. Да, какие-то ограничения, может, человек там просто заболел, все планы у него разрушились, но пребывание вот в этом состоянии молчания для него очень трудно, для него очень это сложно. И, скорее всего, опять же, непростой у человека сейчас период, обо всех трудностях скорее не хочет вам говорить для того, чтобы, возможно, победителем прийти, да, не выглядеть как побитая собака, и, возможно, для того, чтобы не расстраивать вас, чтобы не тревожить. Итак, чего же он хочет, чего хочет загаданный человек? Стабильности. Здесь он хочет возобновить... Ой, посмотрите, даже жениться кто-то хочет, да? Кто... Прекрасные карты император, императрица. Те, кто еще не в браке, однозначно хочет создания семьи. Если кто-то смотрит на женатого человека, то здесь однозначно человек в семье останется, но возобновление отношений с вами хочет. При этом не хочет, чтобы семья его страдала. Но те, кто свободен, здесь однозначно серьезный настрой. Здесь человек в расставании, в паузе понял, насколько вы для него важны и значимы, и хотел бы с вами семьи. Хочет семьи, здесь это четко видно. Чего боится? Какие страхи у человека здесь? Чего он боится?
Боится то, что в свое время поступал неправильно, боится то, что ситуация могла поменяться, да, боится, что не хватит у него сил на то, чтобы справиться вот с этими переменами, боится, вот, ну не осилю, вдруг не потяну, вдруг я столько дров уже наломал, и не под силу мне будет уболтать эту девочку для того, чтобы она меня простила, потому что вину свою я осознаю, и понимает, что последствия этих ошибок, они являются тем, что вот на сегодняшний день он имеет. А что намерен делать? Пока будет спокойно сидеть, будет ждать шанса. Смотрите, да, он ждет каких-то перемен. У нас здесь и фортуна была. Но самое главное, этот шанс ему не упустить. Он готов даже отказываться от каких-то благ, он готов тратить деньги, он готов наступать себе на горло, грубо говоря, да. Он готов признавать свои ошибки, но ради того, чтобы отношения с вами наладить. Пока в ближайшее время будьте спокойны, да, не ждите, что прям завтра проявится, напишет или еще что-то такое. Он ждет шанса, он ждет возможности, но приехать он хочет. Приехать он хочет с серьезными намерениями, будет стараться завоевать вас, будет стараться отстоять свои права на вас, да, заявить права, доказать свою точку зрения, но по справедливости здесь опять же все будет обижать, он вас не хочет, свои ошибки он понял. И смотрите, карта Верховный Жрец — это карта духовности, это карта законного брака, поэтому здесь человеку можно верить. Встречайте, ждите, не сегодня, не завтра, но как только появится у него этот шанс, обязательно товарищ к вам придет. Благодарю вас, единички. Идем ко второй позиции. Всем, кто смотрел, буду благодарна за лайки, за подписки, за комментарии. Итак, вторая позиция для тех, кто в паузе. Что понял человек за время расставания? Смотрите. Он понял то, что вы идеально с ним подходите друг к другу, вы пара. Но есть моменты, которые его порядком утомили. Есть моменты, которые связаны где-то с финансовыми трудностями, где-то с недопониманием, где-то с какими-то пробуксовками. И это просто, знаете, вот ваши отношения подистощило. Он понимает, что нужна была пауза для того, чтобы соскучиться. И в этой паузе он понял, что вы действительно друг для друга созданы. О чем он молчит? Вы знаете, здесь очень много ревности. Очень много ревности и страхов. Страхи могут быть связаны также с финансами. Здесь могут быть какие-то финансовые трудности, проблемы, о которых человек вам может не говорить. И, конечно же, боится того, что... Возможно, где-то он был резок, где-то он был груб по отношению к вам. И теперь, соответственно, боится последствий того, что он натворил. Что он скрывает от вас? Вы знаете, здесь человек старается уйти от чувств, ему очень больно. И вот в тот момент, когда он от этих чувств уходит, он даже может уходить в какое-то, знаете, состояние. Кто-то уходит в творчество, кто-то уходит в мечты, а кто-то может даже прикладываться к алкоголю, да, кто-то может вот посредством алкоголя каким-то образом забываться. Но это от того, что человеку больно, человеку сложно. И эту боль он старается скрыть. Он старается вот эти чувства, да, которые ему сейчас причиняют боль, в себе подавить. А чего хочет? Смотрите, такое ощущение, что ждет какого-то шанса от вас. Он ждет того, смотрите, он очень надеется, карта звезда, что вы его поманите. Он очень ждет того, что вы подадите ему какой-то знак, что, дорогой, давай, действуй, я тебя жду.
Но это должен быть такой знак, знаете, без какого-то нажима, без какого-то давления, чтобы просто подать ему сигнал, что да, ты действуй так, как считаешь нужным, но я тебя жду. Я готова идти с тобой дальше, мы с тобой поговорим обо всем, ты все решишь, мы все решим вместе, но я тебя готова ждать. Он не уверен, скорее, нужен ли он вам. От чего боится? Боится проявить свои чувства, боится показаться слабым. Очень боится начинать сначала. И смотрите, во-первых, может бояться того, что есть у вас другой мужчина. Очень актуально для тех, кто в браке, в отношениях. Если же нет другого мужчины, то смотрите, с одной стороны, боится быть слабым, проявить вот эти чувства, дать слабину, да, ему нужно, чтобы вы сделали первый шаг. С другой стороны, он такое ощущение, что боится брать вот эту вот ответственность, он боится нового начала, потому что здесь есть какая-то неуверенность, опять же, которая может быть связана с финансами. Потяну, не потяну. А что же будет делать? Что намерен делать загаданный человек? Вы знаете, все-таки придет с чувствами. Как бы ни сопротивлялся, смотрите, здесь действительно человек считает вас очень значимой женщиной в своей жизни, карта императрица, либо, возможно, если вы долго будете собираться, он может действовать через какую-то даму. Дама замужняя, может быть, ваша близкая подруга, либо родственница, но здесь у него, давайте дополнительные карты еще возьмем. Такое ощущение, что изначально будут действия без какой-либо конкретики. Действия, да, по Луне неопределенные. С одной стороны, человек хотел бы семьи, хотел бы движения дальше, но вот эта неуверенность, она пока будет оставлять ваши отношения в таком каком-то неопределенном формате. Когда вы вроде и движетесь вперед, но очень многие такие вот статусы еще требуют обсуждения, еще многие вопросы требуют решения, поэтому конкретики здесь не будет, хоть человек и настроен, да, на семью, причем это может быть, знаете, семья в форме гражданского брака, да, проживание совместное, но пока без регистрации вот этого самого брака, но однозначно человек движения хочет, очень нерешительный, ждет каких-то сигналов, знаков от вас о том, что вы действительно ждете, вы готовы его принять и обсудить о том, как двигаться дальше. Благодарю вас, двоечки. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, как у вас все отыгрывается. И идем к третьей позиции, те, кто у нас на паузе. Итак, что понял человек за время расставания? Что понял загаданный человек за время расставания? Больно. Больно, но нужно идти дальше. Сердце разбито. Смотрите, одни тройки. Во-первых, здесь человек понял, что лучше вас он никого не найдет. Тройка пентаклей, ощущение того, что все достоинства, которыми должна обладать его идеальная спутница, у вас есть. Лучше вас никто не готовит, лучше вас никто его не обнимает, не целует, лучше вас никто его не поддерживает словами. И здесь нужно идти дальше, здесь нужно забывать какие-то вот эти вот былые обиды, потому что сердце у него болит. И, скорее всего, он понимает то, что чем-то он вам причинил боль. Он это осознает. Здесь, кстати, может быть влияние третьих лиц, да, в ваших отношениях, потому что тройки, опять тройка мечей, такая карта очень неположительная, так скажем. О чем молчит? О страхах. Весь в страхах, весь боится, находится в конфликте с самим собой, вот прям борется. Возможно, готов был бы проявиться, но здесь либо гордость не дает, либо вот эти страхи не дают. Вот у него сейчас, вот вы знаете, он как загнанный зверь в клетке бегает и не знает, куда ему сунуться. Все не так. Чай невкусный, фильм неинтересный, свитер колючий, подушка не мягкая, все ему не так. Что скрывает?
зависимость свою. Зависимость. У кого-то также может человек выпивать для того, чтобы уйти от этой зависимости. И вы знаете, он еще находится в некой неопределенности. Он не знает, как двигаться дальше. Он не знает, он понимает, что ему без вас плохо, но он не знает, хочет ли он вернуться, потому что зависимость он ощущает. Но где-то гордость, где-то страхи, где-то обида не позволяют ему принять решение в пользу того, чтобы вернуться. А чего хочет? Вы знаете, хотел бы тайных отношений. Хотел бы тайных отношений и просто ими наслаждаться. Хотел бы легкости. Ответственность брать пока не готов. Серьезных отношений пока иметь не готов, но и без вас ему тяжко. Хочется любви, которая будет наполнять. Хочется любви, которая не будет обременять. При этом вот эгоист ощущает, осознает все ваши достоинства и то, что лучше вас он не найдет. Но ответственность брать не готов пока. Чего боится? Боится трудностей, боится элементарно трудностей и боится то, что, знаете, как, возможно, вот создание семьи с вами, создание каких-то серьезных отношений затормозит его в достижении других целей. Здесь скорее у человека есть цели там построить дом, успешный бизнес реализовать, что-то еще, да, и он боится, что взяв на себя ответственность за стабильность с вами, он все ресурсы потратит, собственно, на отношения, а вот те дела, они не будут реализованы, он боится вкладываться, он боится лишние силы потратить на то, что сейчас приоритетным не является. Здесь вот первым делом самолеты, ну а девочки потом. А что делать намерен? Ой, вы знаете, ну помирится. Придет, подождет, еще какое-то время помается. Может прийти холодным, может прийти таким, знаете, вот со своими условиями, сказать, да, давай вот вернемся, но жениться пока не будем, отношения пока будут свободными. Но примирение хочет и намерен это сделать. Как-то хитренько может действовать. Как-то, вот знаете, вот из-под тишка может попросить кого-то о помощи, может попросить, чтобы подстроили встречу, может попросить, вы знаете, под каким-то предлогом, там, постирай мне куртку, да, или там, переведи мне что-то там такое с одного языка на другой. Вот то, что вы могли бы помочь ему сделать, может касаться как раз вот его целей, вот этого бизнеса, да, на что он тратит вот эти ресурсы. Появится, обязательно появится, появиться может хитренько, появиться может либо через кого-то, либо под каким-то предлогом, но однозначно появится. Единственное, что пока без того, чтобы брать на себя вот именно обязательства о серьезности, потому что хочет пока отношений легких. Благодарю вас, троечки. Всех благодарю. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь, комментируйте. И до встречи в новых видео.